Один раз Павлик взял с собой Котьку на реку ловить рыбу. Но в этот день им не повезло, рыба совсем не клевала. Зато когда шли обратно, они забрались в колхозный огород и набрали полные карманы огурцов. Колхозный сторож заметил их и засвистел свисток. Они от него бежать. По дороге домой Павлик подумал, как бы ему дома не досталось за то, что он лазит по чужим огородам, и он отдал свои огурцы Котьке. Котька пришел домой радостный. «Мама, я тебе огурцов принес». Мама посмотрела, а у него полные карманы огурцов, и за пазухой огурцы лежат, и в руках еще 2 больших огурца. «Где ты их взял?» – говорит мама. «На огороде». «На каком огороде?» «Да у реки, на колхозном». «Кто же тебе позволил?» «Никто, я сам нарвал». «Значит, украл?» «Нет, не украл, а так просто. Павлик брал, а мне нельзя, что ли?» «Ну, я взял». Котька начал вынимать огурцы из карманов. «Постой, постой, не выгружай», — говорит мама. «Почему? Сейчас же неси их обратно». «Да куда же я их понесу? Они на грядке росли, а я сорвал. Все равно они теперь уже расти не будут». «Ничего, отнесешь и положишь на той же грядке, где сорвал». «Не, ну я их выброшу». «Нет, не выбросишь. Ты их не садил, не растил, поэтому не имеешь права и выбрасывать». Котька стал плакать. «Там сторож, он нам свистел, а мы убежали. Вот видишь, что делаете. А если бы он поймал вас? Он не догнал бы, он уже старенький дедушка». «Ну как тебе не стыдно?» – говорит мама. «Ведь дедушка за эти огурцы отвечает. Узнает, что огурцы пропали, скажут, что дедушка виноват. Хорошо будет». Мама стала совать огурцы обратно, Котьке в карман. Котька плакал и кричал: «Не пойду я, у дедушки ружье, он выстрелит и убьет меня». «И пусть убьет. Пусть лучше у меня совсем не будет сына, чем будет сын-вор. Ну, пойдем со мной, мамочка, на дворе темно, я боюсь». А брать не боялся. Мама дала Котьке в руки 2 огурца, которые не поместились в карманах, и вывела его за дверь. «Или неси огурцы, или совсем уходи из дома. Ты мне не сын». Котька повернулся и медленно-медленно пошел по улице. Уже было совсем темно. «Брошу их тут, в канаву, а скажу, что отнес», — решил Котька и стал оглядываться вокруг. «Нет, отнесу, еще кто-нибудь увидит, и дедушке из-за меня попадет». Он шел по улице и плакал. Ему было страшно. «Павлику хорошо», – думал Котька, – «он мне свои огурцы отдал, а сам дома сидит, ему, небось, и не страшно». Вышел Котька из деревни и пошел полем. Вокруг не было ни души. От страха он не помнил, как добрался до огорода. Остановился возле шалаша, стоит и плачет, все громче и громче. Сторож услышал и подошел к нему. «Ты чего плачешь?» – спрашивает. «Дедушка, я принес огурцы обратно». «Какие огурцы?» «А которые мы с Павликом нарвали. Мама сказала, чтобы я отнес их обратно». «Вот оно какое дело!» – удивился сторож. «Это значит, я вам свистел.
А вы все-таки огурцы-то стащили. Нехорошо. Павлик брал, и я взял. Он мне и свои огурцы отдал. А ты на Павлика не смотри. Сам понимать должен. Ну, больше не делай так. Давай огурцы и иди домой. Котька вытащил огурцы и положил их на грядку. Ну, все, что ли? Спросил старик. Нет, одного не хватает, ответил Котька и снова заплакал. Почему не хватает? Где же он, дедушка? Я один огурец съел. Что теперь будет? Ну, что ж будет? Ничего не будет. Съел, ну и съел. На здоровье. А вам, дедушка, ничего не будет за то, что огурец пропал? Ишь ты, какое дело, усмехнулся дед. Нет, за один огурец ничего не будет. Вот если б ты не принес остальных, тогда да, а так нет. Котька побежал домой, потом вдруг остановился и закричал издали: «Дедушка! Дедушка!» «Ну что еще? А этот вот огурец, что я съел, как будет считаться? Украл я его или нет?» «Ха!» — сказал дед. «Вот еще какая задача! Ну чего там? Пусть не украл. А как же? Ну считай, что я тебе подарил его». «Спасибо, дедушка, я пойду». «Иди, сынок, иди». Котька во весь дух помчался по полю, через овраг, по мостику через ручей и уже не спеша пошел по деревне домой. На душе у него было радостно.